Конец марта 2025 года – это конец периода Кали-юги, периода разделения и упадка, деградации сознания человека. Что такое юга? Юга или юги представляют собой циклические эпохи времени, и каждая из них имеет свои особенности, нравственные качества и продолжительность. Выделяют 4 юги – Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга. Эти юги описываются в различных священных текстах, таких как Махабхарата, Пураны и Веданта-сутры. Циклическая природа юг. Современное представление о линейном процессе эволюции от низших к высшим является неверным. Все в природе представляет собой смену циклов. Также процесс эволюции является циклическим процессом, что можно понять из древних текстов. В традиционной индийской космологии юги циклически сменяют друг друга, и каждый цикл юги включает в себя последовательное прохождение всех 4 юг. Один полный цикл называется Маханья. Согласно древнеиндийским источникам, его продолжительность составляет 4 миллиона 320 тысяч лет. Рассмотрим каждую из юг. Первая – Сатья-юга. Это золотой век. Продолжительность 1 миллион 728 тысяч лет. Особенности. Это эпоха правды и добродетелей. В Сатья-югу люди живут до 100 тысяч лет и практически не испытывают страданий. Все действия человека основаны на истине, справедливости и нравственности. Второе. Трета-юга, Серебряный век. Продолжительность 1 миллион 296 тысяч лет. Особенности. Это эпоха, в которой все еще присутствует много добродетелей, но и зла становится больше. Люди в Трета-югу живут до 10 тысяч лет. Основные принципы жизни остаются, но начинают видоизменяться. Третье. Двапара-юга, Бронзовый век. Продолжительность 864 тысячи лет. Особенности. В Двапара-юге моральные ценности продолжают ухудшаться. Человечество зарегистрировало еще больше изменений в поведении. Люди живут примерно до 1000 лет, и добродетель и зло начинают находиться в постоянной борьбе. Четвертое. Кали-юга, Железный век. Продолжительность 432 тысячи лет. Особенности. Нынешняя эпоха, согласно индуистской традиции, считается самой темной и сложной. Люди теряют моральные ценности, и жизнь в целом становится трудной. Средняя продолжительность жизни человека значительно снижается. Таким образом, Сатья-юга, Золотой век, которому соответствует высокое сознание людей, это сознание души. Дальше с каждой эпохой, по нисходящей, происходит снижение осознанности людей, что сопровождается моральным упадком, войнами и деградацией цивилизации. Это сознание эго. Кали-юга. Согласно индуистской астрологии и философии, Кали-юга – это 4-я и последняя эпоха в цикле юг. Кали-юга считается эпохой упадка морали и духовности, и по различным источникам ее длительность составляет 432 тысячи лет. Однако учения, связанные с последствиями этих временных циклов, могут варьировать в зависимости от различных школ и учений. Однако древние тексты, собранные в 1-4 веках, переписывались, к ним добавлялись комментарии. В период Кали-юги многие знания были потеряны и искажены. Так возникла путаница в
продолжительности юги. В различных священных индийских текстах полный цикл юги составляет 4 320 000 лет. Конец Кали-юги. Бибхудев Мизра в течение десятка лет изучал древние цивилизации и тексты, путешествовал по древним местам по всему миру. На основании исследований древних текстов разных культур он опубликовал результаты своих исследований в статье о конце периода Кали-юги в 2012 году. В декабре 2023 года он опубликовал свою книгу с обновлениями, которая называется «Сдвиг юги. Конец Кали-юги и грядущая планетарная трансформация». На основании своих исследований Мизра пришел к выводу, что полный цикл юги составляет 25 800 лет. И конец Кали-юги приходится на 21 марта 2025 года. Как он пришел к такому выводу? Многие древние знания были потеряны в период деградации и упадка общества. В результате понижения осознанности происходит потеря памяти и информации. Поэтому знания и технологии древних цивилизаций были утеряны и не дошли до нас. Бибхудев Мизра решил проанализировать древние источники и восстановить утерянные знания, которые были забыты в период Кали-юги, периода упадка и снижения осознанности человечества. Как выше говорилось, согласно священным индийским текстам, полная юга состоит из 4 юг и составляет 4 320 000 лет. Это согласно священным индийским текстам. Согласно другой системе временных циклов, полный цикл рассматривается в 24 000 лет, который состоит из 4 юг. Сатья-юга – 4000 лет, Трета-юга – 3000 лет, Двапара-юга – 2000 лет и Кали-юга – 1000 лет. Мизра считает, что во многих древних источниках описывается 12-тысячный цикл, что, согласно некоторым воззрениям, является годом богов, который эквивалентен 360 годам людей. В результате цикл 12 000 лет был умножен на 360, и получили цикл юги продолжительностью 4 320 000 лет. Такая продолжительность юги противоречит другим древним индийским текстам, а также древним текстам других цивилизаций мира. В древних персидских текстах, наиболее близких к индийской культуре, полцикла составляло 12 000 лет, который был разделен на 4 эпохи по 3000 лет каждая. В древнегреческой традиции описаны 2 цикла – 10 800 лет или 12 900 лет. Каждый цикл в среднем составлял 2850 лет, и все части юги имели одинаковую продолжительность. Мизра исследовал эти древние тексты разных культур и традиций, пытаясь объединить утерянные знания и найти общие элементы и воссоздать единую временную шкалу, универсальный цикл, единый для всех культур и традиций мира. Полный цикл юги состоит из 2 частей – нисходящей Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга, который сопровождается понижением сознания людей, деградацией ценностей и упадком. Продолжительность этого цикла 12 000 лет. И восходящий Кали-юга, Двапара-юга,
Трета-юга и Сатья-юга, что сопровождается повышением сознания людей и продолжительность в 12 тысяч лет. Каждая из этих юг длится 2700 лет, и между ними имеются периоды перехода в 300 лет. Первоначально Мизра полагал, полный цикл юги составляет 24 тысячи лет. Однако, продолжая свои исследования, Мизра размышлял, что, возможно, цикл полной юги соответствует циклу процессии Земли, который составляет 25 800 лет. Процессия, вызванная постепенным вращением Земли, земной оси, равноденствий, это период времени, который требуется земной оси, чтобы пройти один полный цикл зодиака. Планете требуется 72 года, чтобы пройти 1 градус зодиака, и 25 800 лет, чтобы завершить один полный круг в 360 градусов. В древнегреческих текстах, которые исследовал Мизра, упоминались два переходных периода между нисходящим и восходящим циклами юги. Согласно древнегреческим источникам, эти периоды назывались катаклизмос и экпайросис, и каждый из которых длился 1200 лет. Именно в эти периоды происходили глобальные климатические и геологические изменения, а также столкновения Земли с кометами, что описано в разных древних текстах. В период катаклизмос происходило охлаждение климата, так называемая Великая Зима, тогда как во время экпайрозис происходило очищение с помощью огня и пожаров. Таким образом, в целом, полный цикл юги с добавлением двух переходных периодов между нисходящим и восходящим циклами составляет 25 800 лет, что соответствует циклу процессии Земли. И согласно этим расчетам, конец Кали-юги приходится на 21 марта 2025 года. После этого мы вступим в переходный период продолжительностью 1200 лет. Таким образом, на основании своих исследований Бибхадев Мизра восстановил схему продолжительности полной юги. Мизра проводил сравнительные исследования и изучал представления о циклическом развитии у разных древних культур и традиций. Периоды понижения сознания сопровождались уменьшением размеров тела и объема черепа на 10 и более процентов, что соответствовало снижению интеллекта и сознания людей. В периоды повышения сознания происходило увеличение объема черепа, что соответствовало повышению интеллекта, памяти, экстрасенсорных способностей, таких как интуиция, телепатическая передача информации. Кроме того, им не нужно было технологии, так как они могли выполнять все операции благодаря своим сверхспособностям и, так сказать, своей сверхъестественной силе. Они могли делать сложные операции по трепанации, ампутации, то есть у них были знания, которые были утеряны. Современные люди открыли эти знания только в прошлом веке. Со снижением сознания или сознания души и усилением сознания эго происходила потеря знаний, упадок моральных и духовных ценностей, войны и деградация цивилизации. Это также сопровождалось климатическими изменениями. Таким образом, 21 марта 2025 года, после Дня весеннего равноденствия,
Земля вступит в новый цикл, который соответствует новому периоду. Это конец Кали-юги. Мы вступаем в переходный период после конца Кали-юги. Период с 2025 по 2032-2036 годы – это критический период, в течение которого будут происходить трансформационные процессы. Это период, когда человечество стоит перед кармическим выбором. Какой путь выберет наша цивилизация и сознание человечества? Если мы не пойдем по пути эволюции, то Земля направит нас через катаклизмы. Это зависит от каждого из нас. В видео «Эра Водолея» мы говорили о том, кто перейдет в новое время, а кто останется в старой парадигме. Люди осознанные будут оберегаться и сохранены в процессе перехода и перейдут в новое время. В результате такого перехода возникнет новая раса людей. Конец Кали-юги – начало перехода к Золотому веку. Бибху-дев Мизра в течение десятка лет изучал древние цивилизации и тексты, путешествовал по древним местам. На основании исследований древних текстов разных культур он опубликовал книгу в 2023 году, которая называется «Сдвиг юги. Конец Кали-юги и грядущая планетарная трансформация». На нашем канале есть видео «Конец Кали-юги 21 марта 2025 года». Вы можете посмотреть его по ссылке в описании. Мизра исследовал древние тексты разных культур – Древней Греции, Египта, Персии, ацтеков, хопи, древние индийские рукописи, пытаясь объединить утерянные знания для того, чтобы воссоздать универсальный цикл, единый для всего человечества. На основании исследований Мизра установил, что полный цикл юги составляет 25 800 лет, который состоит из нисходящего цикла продолжительностью 12 тысяч лет, Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга, и восходящего цикла продолжительностью тоже 12 тысяч лет, Кали-юга, Двапара-юга, Трета-юга, Сатья-юга. Далее Мизра выяснил, что в древних греческих текстах упоминались два переходных периода между нисходящим и восходящим циклами. Эти периоды назывались катаклизмос и экпайрезис. В период нисходящего цикла происходит снижение осознанности людей, что сопровождается деградацией ценностей, моральным упадком, войнами, разрушениями цивилизации. Это период господства сознания эго. В период снижения сознания души и усиления сознания эго происходила потеря знаний, памяти и деградация цивилизации. В период восходящего цикла происходила постепенная эволюция сознания, добродетелей и расцвет цивилизации. Периоду Золотого века или Сатья-юги соответствует высокое сознание души. Таким образом, мы вступили в переходный период после конца Кали-юги, последней юги нисходящего цикла, после чего начнется восхождение к Золотому веку. Переходный период. Именно в переходный период происходили глобальные климатические и геологические изменения, а также столкновения Земли с кометами и астероидами, что описано в разных древних текстах. В период катаклизмос происходило охлаждение климата, так называемая Великая зима и Великий потоп. Это согласуется с ледниковым периодом на Земле. Средняя температура составляла 15 градусов Цельсия, что сопровождалось вымиранием огромного количества флоры и фауны. В этот период происходит столкновение Земли с кометами, о чем мы будем говорить дальше. В переходный период экпайрезис происходило очищение Земли с помощью огня и пожаров. Именно этот переходный период наступил после конца Кали-юги, в котором мы сейчас находимся.
Это ознаменовалось пожарами в разных точках мира. В январе 2025 года во время пожара в Лос-Анджелесе сгорело много домов, но остался совершенно нетронутым ашрам Йогананды, который остался в нетронутом виде среди разрушений. Многие рассматривают это как чудо, что в действительности является знаком божественных сил, что духовные ценности не подлежат разрушению и находятся под защитой. Сейчас возникают пожары в США, Японии, Турции и других местах. В этот период также происходят военные конфликты, разрушения от пожаров, от ракетных взрывов, что мы наблюдаем в данное время. В переходные периоды происходят разрушения и упадок древних цивилизаций. Истинная причина исчезновения древних цивилизаций, согласно древним источникам, заключается в следующем. Галактический центр. Галактический центр – это черная дыра в центре нашей галактики, или так называемый центральный двигатель галактики. Ученые считают, что галактики питаются энергией центральных черных дыр. В буддизме этот галактический центр называется центральным солнцем или солнцем мудрости. Это центральное солнце было ярким в период Золотого века. Затем центральная черная дыра постепенно угасает и переходит в неактивное состояние, что и произошло во время Кали-юги. В последние годы этот центр начал опять активироваться. Галактический центр активируется в период восходящего цикла юги. Это, в свою очередь, сопровождается повышением сознания людей и расцветом цивилизаций. Таким образом, центральная черная дыра управляет этими процессами юги. Когда она находится в спокойном состоянии, наступает упадок и понижение осознанности людей. Во время его активации начинается восходящий цикл, что сопровождается повышением осознанности людей. В индуизме центром мира является Брахма, который управляет циклами юги и вокруг которого вращается наше Солнце. Таким образом, центральная черная дыра, Брахма, регулирует циклы юги и эволюцию нашего сознания. Как это происходит? Когда галактический центр активируется, это сопровождается повышением радиоактивной активности. Высокая радиация, в свою очередь, вызывает генетические мутации и изменения в структуре ДНК. Происходит активация так называемой junk ДНК, ненужной ДНК, которая составляет 98% нашей ДНК. Эти участки ДНК, которые, согласно ученым, не несут никакой информации. Как известно, в природе нет ничего лишнего, и было бы странным считать, что наша ДНК несет только 2% полезной информации. В период радиоактивной активности происходит активация и обновление информации в ДНК в результате генетических мутаций. Эти генетические мутации и вызывают процесс повышения осознанности людей, физические изменения тела и другие процессы, связанные с восхождением и эволюцией сознания человека. Исследования показывают, что периоды понижения сознания сопровождались уменьшением размеров тела и объема черепа, что соответствовало снижению интеллекта и осознанности людей. В периоды повышения сознания происходило увеличение объема черепа, что соответствовало повышению интеллекта, памяти, экстрасенсорным способностям, таким как интуиция, телепатия, ясновидение, яснознание и так далее. Период Сатья-юга или Золотого века связан с развитием высоких духовных ценностей, добродетели, правды, справедливости и гармонии, которым
соответствует высокое сознание людей, сознание души. Именно в этот период Золотого века происходит расцвет цивилизации Атлантиды. Развитие сознания соответствовало физическое развитие и продолжительность жизни. Согласно исследованиям древних текстов и археологических артефактов, современные люди имеют объем черепа на 10-17% меньше, чем люди цивилизации Золотого века. Размер тела меньше на 10-15%. Продолжительность жизни значительно снизилась. Известно, что в Древнем Египте, цивилизации Бронзового века, египетские фараоны жили 100-110 лет. В начале Железного века, в котором мы живем, люди жили 50 лет. В настоящее время средняя продолжительность жизни человека немного увеличилась – 70-80 лет. Согласно древним индийским рукописям, продолжительность жизни в Золотом веке составляла 400 лет, в Серебряном веке – 300 лет, в Бронзовом веке – 200 лет и в Железном веке – 100 лет. Технологии. Цивилизации древности с высоким уровнем сознания не нуждались в технологиях, созданных на основе машин, так как они могли выполнять все операции благодаря своим сверхспособностям и сверхъестественной силе в результате высокой эволюции сознания. Они могли делать сложные операции по трепанации, ампутации и так далее, которые были утеряны в процессе потери знаний и деградации цивилизации по нисходящему циклу. Такая цикличность развития человечества была создана высшим космическим сознанием для эволюции сознания человека. Конец Кали-юги манифестируется новыми энергиями для того, чтобы, пройдя через темный период разделения и поляризации между тьмой и светом, материальным и духовным, мы научились отпускать все негативное, что происходит с нами в период Кали-юги, для того, чтобы мы вспомнили, кто мы есть на самом деле, и начать эволюционировать. Исчезновение цивилизации. Цивилизация Атлантиды – это цивилизация Золотого века, Сатья-юги. Согласно древним источникам и сохранившимся знаниям, распад цивилизации Атлантиды приходится примерно на 9600 год до нашей эры. Это конец Золотого века, который связан с геоклиматическими изменениями, происходящими в переходный период катаклизмос, что сопровождается похолоданием климата и наступлением так называемого ледникового периода, который датируется на 9600 год до нашей эры, то есть конец Золотого века. Цивилизация Древнего Египта и шумерская цивилизация существовали в Бронзовом веке, Двапара-юга, 3000-3600 лет до нашей эры, которые также подверглись упадку в результате климатических, геологических и социальных проблем. Кометы. Каждые 2500-3000 лет Земля проходит через центр потока комет, которые бомбардируют нашу Землю. Согласно древнекитайским текстам, падение комет их описывали метафорически как драконы, змеи, пантеры, тигры, кони, сопровождались свержением тиранов и падением цивилизации. Следующий такой период наступит в 2032-2036 годах, когда Земля будет проходить через центр кометного потока. Прохождение Земли через кометный поток в наше время может вызвать технические проблемы, такие как разрушение системы сателлитов, социальные конфликты и климатические катастрофы. Согласно древним источникам, кометы рассматриваются как посланники космического разума. Это не просто спонтанное космическое явление, а процесс, управляемый
более высоко развитыми существами высшего порядка, которые поддерживают переход землян на более высокий уровень сознания и помогают нам в процессе эволюции сознания на Земле. Конец Кали-юги – это время самого низкого уровня сознания человека, которое сопровождается хаосом, сознанием эго, насилием и военными конфликтами. Мировая система не может существовать, как раньше, и разрушается. Этот период сопровождается усилением солнечной активности и космической радиации. В 2024 году ученые зафиксировали резкую активацию центральной черной дыры, что сопровождается мощными вспышками света и радиации. Эти волны высокочастотной радиации способствуют активации и обновлению ДНК и перепрограммированию нашего мозга. Эта энергия высоких вибраций вызывает перекалибровку всей внутренней системы человека, активацию и повышение сознания. Это постепенный процесс. Поэтому понимание этого очень важно, чтобы пройти этот период наиболее эффективно и безболезненно для себя. Это энергии века Водолея. Все больше людей становятся более осознанными, утрачивают эгоцентрическое мировоззрение и начинают переходить на коллективное сознание более высокого уровня, основанное на законе единства, гармонии и безусловной любви. В этот период высокой солнечной активности происходит очищение сознания от эго, негативных энергий прошлого и коллективной травмы. Эти энергии помогают нам перейти на новый уровень, очиститься и исцелиться, активировать сердечную чакру и трансформировать сознание эго в сознание души. Материальные ценности становятся менее значимыми в жизни людей. Все больше людей ищут смысл жизни, свою миссию, свое предназначение. Появляются новые ценности. Сколько вы можете дать другим? Вот что становится действительно ценным. Понимание, что материальный мир не является единственным проявлением Вселенной. Люди начинают пробуждаться и проявлять интерес к древним знаниям, которые скрывали и были доступны только избранным. Период с 2025 по 2040 годы – это критический период, в течение которого будут происходить трансформационные процессы. Это период, когда человечество стоит перед кармическим выбором, какой путь выберет наша цивилизация. Если мы не пойдем по пути духовной эволюции, то нас направят через катаклизмы, что может привести к разрушению нашей цивилизации. После Кали-юги мы начнем двигаться по восходящему циклу. Перед нами откроются ворота в бронзовый век, Двапара-юга, для которого характерен рост осознанности людей, постепенный рост моральных ценностей и добродетелей. Мы пришли на Землю, чтобы создать рай на Земле. Этот рай не метафорический, а реальный существовал во время Золотого века, когда сознание людей эволюционировало в сознание души. Нас разделяют тысячи лет от Золотого века, но мы можем уже сейчас развить свое сознание, эволюционировав от сознания эго эпохи Кали-юги. Мы можем уже сейчас приблизиться к сознанию Золотого века, открыв свое сердце и наполнив его принятием и безусловной любовью, находясь в гармонии с собой и всем миром. Когда мы вспомним свою божественную природу и соединимся со своим духом, тогда мы создадим золотой век внутри себя. Процесс возвышения к золотому веку уже начался. Все зависит от нашего выбора. Это очищающая практика, чтобы оставить все
в этом периоде Кали-юги ничего не брать с собой в новый период. Старое, негативное, полностью очиститься от негативной энергии. Дышим еще раз вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Дышите в своем ритме. Расслабьтесь. Почувствуйте, как все ваше тело расслабляется. И сейчас представьте перед собой линию вашей жизни. Увидите всю свою жизнь от самого-самого рождения до сегодняшнего дня. И увидите там, на этой линии жизни, какие-то моменты, которые причинили вам боль и страдания. Вспомните эти моменты, вспомните, когда это было. Да, вам было 5 лет, 15, 20, 40, да, вспоминаем эти все периоды, которые вам причинили большую боль, страдания, разочарование. Может, это связано с какими-то людьми. Вспомните этих людей. Почувствуйте ваши эмоции. Какие вы чувствовали тогда? В каждой конкретной ситуации. Но где-то вы чувствовали разочарование в какой-то ситуации. В другой вы чувствовали стыд. В третьей вы чувствовали чувство вины, например. Где-то чувство обиды и так далее. Вы можете сделать эту практику по каждой ситуации отдельно. Хорошо? Сейчас мы просто видим линию жизни. Линию жизни. И крупные такие ситуации, как вот такие вот точки на этой линии жизни, где вам было очень тяжело и было очень много негативных эмоций. Ну, скажем, если по 10-бальной системе они зашкаливали выше 5 баллов, да? Это были очень негативные эмоции, страх, чувство вины, обиды, стыда, злости. И когда вы поблагодарили все ситуации, которые у вас были, где вы испытывали негативные эмоции, тех людей, которые причинили вам какую-то боль, может быть, страдания, теперь, здесь и сейчас, вы осознали, что это был урок, и поблагодарите их за этот урок. Благодарю каждого за этот урок. Но сегодня мы хотим очиститься и не нести этот груз с собой дальше. Сегодня конец Кали-юги. Самой низкой точки во всем цикле нисходящем. И мы хотим оставить все негативные энергии в этом периоде. И пойти в новый период чистыми, очищенными от негатива, с полной энергией и с намерениями для очищения себя от сознания эго.
Потому что по восходящему циклу, вот в Золотом веке, там доминирует сознание души. Здесь мы пребываем в период Кали-юги, в самой такой нижней точке, в сознании эго. А мы страдаем от этого эго, понимаете? Все наши страдания из-за эго. Потому что когда мы живем в состоянии души, в сознании души, у нас нет страданий. В Золотом веке нет страданий. Давайте себе устроим Золотой век сейчас. Не будем ждать 12 или 13 тысяч лет. Мы не можем столько ждать. И начнем потихоньку переходить в сознание души. И оставить сознание эго здесь, в Кали-юге. Постепенно, не сразу, может быть. И для этого поставьте себе намерение перед собой, перед своей душой. Дайте намерение, что я хочу перейти из сознания эго в сознание души. Такое намерение. Великое намерение. Потому что осознанность для чего дается? Сознание души. Когда мы вспоминаем, кто мы есть на самом деле. Не этот человечек несчастный на земле, у которого столько проблем с финансами, с отношениями, со здоровьем, с предназначением. А это великая душа, которая проходит здесь свой человеческий опыт, которая выбрала этот путь. Если она пришла на землю, она уже великая душа, потому что она хочет эволюционировать, а не просто отдыхать где-то в других мирах, где нет никаких проблем. Она пришла на землю, чтобы эволюционировать. И теперь, поставив такое намерение перед собой, а для этого вам нужно будет делать эту практику много раз, да, осознавать, в каком я сейчас состоянии, эго или души, сознание эго или души. Мы будем вот этот весь пласт негативных энергий, которые, представь себе, да, вот слой, вот такая корка черного цвета, да, вот на нас, на нашем физическом, на тонком теле, ментальном теле, которая не дает нам идти вперед. Мы сейчас будем от этой корки, от этого негативного энергии, будем очищаться. И вот сейчас можете закрыть глаза, представьте где-то в этом пространстве, где вы находитесь, которое спокойное, совершенно безопасное. Представьте какое-то огромное отверстие, из которого идет огонь. Вот как бы развершийся вулкан, да, и оттуда огонь идет. И вот сейчас вы будете сбрасывать вот в этот огонь, в эту пропасть, весь этот груз, который на вас. И это все будет там сгорать. И вот теперь давайте прямо вытаскивайте, мысленно снимайте с себя груз. С каждой ситуации вы можете представить, да, тех эмоций каких-то очень негативных, да, которые вас тянули вниз и не давали вам получать удовольствие, радость от жизни. Парить как душа. Почувствуйте облегчение, спокойствие. Вас ничего не беспокоит. У вас нет негативных эмоций. У вас нет страданий от состояния эго. Вы постепенно начали делать первые шажочки к сознанию души.
когда вы знаете, кто вы и зачем вы пришли на Землю. Дышите глубоко. И теперь можете перейти к своим тонким телам. У нас есть еще, помимо физического тела, 3 тонких тела, которые тесно связаны с ним. Эфирное, астральное и ментальное. Они тесно связаны с нашим физическим телом. Также пройдите, посмотрите, в каком они состоянии. И добавьте туда тоже энергии. Представьте, как серебристый поток идет на вас сверху, поток божественной любви, и ощущает все ваши вот эти тела. И вы чувствуете, как вы очищаетесь совершенно полностью. Если где-то что-то там осталось, то вы полностью очищаетесь. И каждый слой, каждое тонкое тело, вся поверхность вашего тела начинают сиять, излучать чистую энергию. И погрузитесь в это сознание души или своего высшего Я, состояние высшего Я, когда вы совершенно спокойны, и у вас есть эмоции, высокие эмоции, такие как безусловная любовь, принятие, спокойствие, чувство эмпатии к другим людям, но спокойное, без переживаний. Потому что мы все это одно. То есть мы чувствуем друг друга, что мы одно целое. Мы космос. Каждый человек — это частичка божественной энергии. И вы одно целое. И вы чувствуете каждый лепесток, каждый цветочек на дереве, или который вот только-только начал пробиваться из-под земли, каждую пчелку и бабочку, которая только вот начинает просыпаться весной из там куколки. Вы чувствуете все вокруг вас. Вы чувствуете ветерок весенний. Вы чувствуете, как облака плывут по небу. Вы чувствуете солнце, как оно теплое, как оно ласкает вашу кожу, как ветерок треплет ваши волосы. Вы чувствуете все вокруг себя. Представьте все это. И чувствуете такую приятную, тихую радость, спокойствие, удовольствие. Вы знаете, зачем вы пришли на Землю, чтобы осознать, кто вы есть, вспомнить, что вы есть та божественная душа, которая пришла, чтобы пройти жизненный путь и получить опыт и знания, и эволюционировать, жить в свое удовольствие. Для этого нужно делать то, что вам нравится. Что вам нравится? Когда мы вспоминаем, кто мы есть, то есть та душа, да, у которой какая-то есть цель, зачем она пришла на Землю, начинаем избавляться от сознания эго. Когда мы вспоминаем, что мы есть душа, и что у нас есть цель. Цель — осознать, что мы есть душа, что мы пришли сюда, на Землю, пройти наш опыт, получить знания, быть осознанными, принимать все вокруг себя, как какие-то уроки
жизненные, для нашего опыта. И что мы имеем такую божественную природу, что мы можем творить свою реальность. И для этого у нас есть сверхспособности, но мы о них забыли.